Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья. И сегодня еще одна игрушка в комплекте, это лебедь. Мне много вопросов задавали, как же я буду его оформлять. И сегодня я хочу вам показать свой вариант оформления. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы мне понадобится сама заготовка. Это у меня лебедь. Буду использовать глину, молды, грунт и краски. Для оформления лебедя мне понадобится часть вот этой лепнины, не полностью весь молд, и вот эти части. И я заполню их глиной. Беру глину и заполняю полностью нужные мне детали. Беру немного воды и лишнее убираю. И пальцем еще раз все вот так заполняю. И получается молд полностью заполнен. И при этом все красиво. Вот, посмотрите, все ровно заполнено. Здесь я весь молд не заполняю, так как я говорила, мне понадобится только одна часть. И вот так зачищаю все. Еще раз пальцем все забиваю, заполняю и зачищаю. Теперь аккуратно лепнину вытаскиваем из молда и убираем, чтобы случайно не зацепить. Вот эту лепнину вытаскиваем и сейчас подрежем все ненужные нам детали. Вот что у нас получилось. И вот эти стороны мне не нужны, поэтому я вот так аккуратненько их уберу. Я беру лепнину, вот так у меня лебедь стоит, и примеряю, чтобы не получилось, что у меня лепнина под самым низом вот так уходит, и совсем ее не видно. Вот здесь мне будет идеально она подклеена. И теперь подклеиваю на грунт. Вы уже знаете, что я это делаю на грунт. Все хорошо держится и все хорошо приклеивается. Наношу грунт и приклеиваю в месте, где я решила, что мне подходит. Вот здесь. Немножко все скользит, но ничего, можно все вот так вот. Так, еще раз примеряю. Все мне идеально лежит. И подклеиваю, даю закрепиться, чтобы ничего не скользило. И также украшу шею лебедю. Вот я нанесла на лепнину грунт и подклею с одной стороны. И также сделаю с другой стороны. Вот здесь. Здесь надо работать очень аккуратно и нежно, потому что все такие детали маленькие, что все может сломаться. Все красиво укладываю и даю закрепиться. И также я украсила хвост лебедю. Тут не очень будет все видно, но все же вот одна часть будет видна. Вот что у меня получилось. И также я решила украсить лебедю голову. Здесь можно посадить как на грунт, так и на клей. Я это сделаю на клей. На данном этапе лебедь у меня украшен. И отправляю закрепиться все, чтобы все высушилось. Мой лебедь подсох, и я покрашу его. И чтобы мне было удобнее, я его посажу на кисточку. И другой кисточкой буду красить. Буду использовать ту же краску, что использовала в игрушках, чтобы у меня все сочеталось одним цветом. Подкрашиваю как лепнину, так и самого лебедя. Возможно, лебедя мне придется покрасить 2 раза, чтобы краска схватилась лучше. Это уже буду смотреть по ходу работы. Лепнину обязательно крашу.
И продолжаю работу. Лебедя я красила 3 раза. И если краска из баллончика ложится просто идеально, то акриловая краска или на водной основе, она такая как будто размытая. Поэтому, если вы будете делать, советую, прежде чем красить краской, загрунтовать. Тогда краска ляжет более ровно и не надо будет, возможно, красить 3 раза. И сейчас я беру тот же цвет, который я использовала в игрушках. Нанесу немного на пуфик. И почти сухим спонжиком также нанесу краску на лебедя, как делала на игрушках. И вы видите, краска остается только вот на этих выпуклых местах. Также пройдусь по лепнине. Можно даже чуть-чуть побольше. И вот что у нас получается. И продолжаю работу. Я взяла золотую краску и покрасила лебедя сначала спонжиком. И теперь беру кисточку, вот здесь у меня немножко краски, и наношу на места, где краска не попала. И вот что получается. По-моему, очень сочетается. И продолжаю работу, добавляю золотую краску, где мне хочется больше цвета. И продолжаю работу. Вот что у меня получилось. Мой лебедь еще не совсем высох, но мне так хочется вам показать. И я взяла ленту 20 сантиметров у меня вешалки. Подрезаю под углом. Немного запаиваю, чтобы мне легче было продеть. И одеваю через отверстие. Завязываю узелок и затем протяну все. Вот так аккуратненько. Очень легко это сделать пинцетом. Не у всех с первого раза получается, но ничего. И вот так на край затягиваю. И еще на всякий случай все запаиваем. И теперь просто вот эту вешалочку продеваем. И узелок сейчас я постараюсь спрятать вот сюда. Затянуть его туда. Можно его приклеить, чтобы не было видно, чтобы как можно меньше было видно. И вот у нас получится вешалка, чтобы повесить лебедя. Узелок я спрятала. И вот что в итоге у меня получилось. По-моему, идеально сочетается с моим комплектом игрушек. Все эти игрушки мы с вами оформляли. Все подробные уроки, конечно же, есть на канале. И все заготовки у меня также есть в наличии. А на сегодня все. Надеюсь, мое видео вам понравилось, было полезным и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.